Простой в приготовлении, совершенно не клеклый, как это бывает с хлебом без глютена, полноценный по всем ощущениям хлеб, который понравится всем. Именно такой я и готовлю в этом ролике, и если интересно, продолжайте смотреть. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко. Я понимаю, что безглютеновый хлеб тема не самая широко популярная, но в последнее время запросы на такие рецепты ко мне приходят особенно часто. Для тех, кому это необходимо, я и решила снять этот ролик, но понравится такой хлеб даже тем, у кого необходимости в соблюдении безглютеновой диеты нет, просто для разнообразия. Список ингредиентов сейчас расположен на экране, а также продублирован в описании под видео. Лен я использую золотистый, но подойдет и обычный. Семечки для добавления в тесто и посыпки могут быть любыми, у меня смесь подсолнечных, тыквенных и кунжута. Кстати, готовить можно и вовсе без семечек, но с ними будет вкуснее. Отдельно хочу сказать про псилиум. Именно с его помощью и в комбинации с семенами льна я и получу пышную хлебную текстуру. Вязкая смесь компенсирует отсутствие клейковины в муке. Купить его можно в аптеке или через интернет, а я предпочитаю заказывать его на iHerb, очень нравится по качеству. Он продается как в формате шелухи, так и в формате порошка. Будет работать и то, просто с порошком процесс быстрее. Кстати, помимо того, что этот хлеб без глютена, в нем также нет дрожжей и ингредиентов животного происхождения, так что если вы соблюдаете пост или ведете вегетарианский образ жизни, то этот рецепт вам тоже понравится. Ну и традиционные рецепты хлеба на моем канале также есть, ссылки на них я оставлю в описании к ролику. Измельчаю семена льна на кофемолке. Готовлю связующую основу. В миску всыпаю измельченный лен, псилиум и смешиваю. Вливаю воду и перемешиваю. Комбинация псилиума и льна дает очень хороший эффект. Так, если использовать только лен, его силы удержать пышность будет недостаточно. А если использовать только псилиум, он придаст своеобразную текстуру мякиша, которая не всем будет по душе. Сейчас хорошо видно, какая по консистенции жидкость. Да, добавляю также сюда сахар, можно использовать мед или другой подсластитель по вашему усмотрению, яблочный уксус и растительное масло. Лучше всего использовать какое-то нерафинированное, чтобы придать хлебу дополнительный аромат. Оставляю смесь на 15 минут, чтобы она загустела. Смешиваю сухие ингредиенты: муку зеленой гречки, соль, разрыхлитель и соду. Всыпаю семечки и перемешиваю. Также, пока есть время, подготавливаю формы для выпечки. У меня тут две стандартные формы для хлеба L7. Смазываю их растительным маслом, также подойдут стандартные формы для кексов. Посмотрите, как загустела смесь. Отправляю ее в миску с сухими ингредиентами и вымешиваю до однородности и исчезновения сухих комков. Визуально тесто будет напоминать ржаное, но по текстуре оно получается более пружинистым. Делю тесто надвое и отправляю в формы для выпечки. Разравниваю. Сбрызгиваю верхушку водой и присыпаю дополнительно зернышками сверху. Теперь я накрываю формы с хлебом фольгой. Это нужно для того, чтобы на первом этапе выпечки сохранить влагу на поверхности хлеба и дать ему хорошо подняться. Отправляю формы в духовку, разогретую до 180 градусов. Через 20 минут снимаю фольгу и пеку еще 50-60 минут до румяности. Кстати, по этому рецепту хлеб можно приготовить и с использованием дрожжей вместо разрыхлителя. Я экспериментировала, и результат мне понравился. Сейчас на экране прекрасно видна текстура хлеба в сравнении, а рекомендации по поводу дрожжевого варианта оставлю в прикрепленном комментарии. Хранить такой хлеб лучше в холодильнике, либо в специальном мешочке для хлеба. В пакете он может заплесневеть. Ставьте лайк этому ролику, если рецепт вам понравился, и если эта тема для вас актуальна, напишите мне об этом в комментариях. Также подписывайтесь на мой канал, если вы еще не со мной, жмите на колокольчик, впереди еще очень много вкусного. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».